Здравствуйте, мои сладенькие. Я уже не раз уезжал из городка, в котором родился, ну не родился, а прожил большую часть жизни. И вот к каким выводам я пришел. То, что со временем все минусы, из-за которых я старался покинуть подобного рода места, они как будто растворились для меня. И ради интереса я даже спросил своего друга, а как у него обстоят дела. Я вот 40 лет живу в этом городишке и мучаюсь просто. Страдаю. Да. Я страдаю, блядь. Так ты переезжаешь. Когда? Я не знаю. В смысле, блядь, когда? Сейчас ты переезжаешь. Все, съебывай отсюда. В общем, да, поделюсь своим опытом, почему все же иногда стоит присмотреться к маленьким городам, поселкам, деревням и так далее и тому подобное. Потому что в основном все топят только за то, чтобы жить, в крупном городе, в Москве, в Питере. Когда я был помоложе, я очень стремился попасть в крупный город, а именно очень любил Москву. Я постоянно ездил туда, играл там музыку, вообще, то есть у меня все были интересы связаны с Москвой, и я считал себя таким, городским. То есть я хотел бы жить в Москве, и мне очень нравилось там вся эта движуха, эстетика, тусовки какие-то, интересные люди, новые места, события, то, чего у меня не было в жизни. В какой-то момент начал там засиживаться в Москве и долго проводить время, годами, я бы сказал. Снимал квартиру, работал уже на работе, и как-то вот постепенно я начал понимать тяжесть жизни в крупном городе. То, что постоянно не хватает времени. Вот все эти минусы про нехватку времени, постоянную какую-то вот эту беготню, и это все я прочувствовал на себе в один из периодов своей жизни. А также еще не забывайте, уже тогда заоблачные цены на недвигу, постоянные какие-то, я не знаю, вот эти вечные поездки на метро. И добил всю мою вот эту карьеру москвича ковид, когда я уехал к себе домой, в деревню, в городок. Ах, как хочется вернуться в городок, вот эта вот вся фигня. Короче, я вернулся к себе в город, в маленький, и начал работать удаленно. Заниматься фрилансом. И я начал постепенно для себя понимать плюсы жизни в маленьком городе. Понятно, что не без минусов. Есть еще и куча всяких огромных минусов. Я про них сейчас тоже скажу. Ладно, начнем, в общем, с минусов. Все равно маленький город — это маленький город. Когда ты здесь находишься, ты меньше со всеми общаешься, здесь меньше людей. И из-за этого может накрывать иногда какая-то хандра, депрессия, отсутствие смысла в жизни. Я прям подвержен таким вещам. И бывает зимой я пялюсь в окно, смотрю на свои вот эти унылые пятиэтажки и девятиэтажки, и понимаю, что жизнь тщетна, и за пределами как будто вот этой маленького городка не существует ничего, только белая пустошь. Так что да, это сильно давит по психике, надо быть достаточно, стойким, наверное, и тут вылазит некоторое, кстати, даже, плюс. Ты начинаешь работать со своими внутренними состояниями, находясь в таком ограниченном достаточно. Ты не можешь просто пойти куда-то там развеяться, что-то такое. Надо реально придумывать себе конкурсы. А как ты думаешь, что это вообще? Грибы. Да, блядь, у тебя все грибы. Это шляпка гриба, просто разрезанная пополам. Так. Вот одна половинка, вот вторая. А внутри это символизирует пустотность мира или как? Тщетность бытия. Поскольку я обычно где-нибудь всегда живу в интернете и за компьютером, как говорится, я особо белого света и не вижу. Я, поскольку купил себе VR, и, знаешь, сидя у себя в пятистенке, в квартире, я могу оказаться, блядь, где угодно, нахуй. Для того, чтобы оказаться где угодно, нам этот лайфхак был доступен уже давно.
Здесь много такой вот пустоты, которую обязательно надо чем-то заполнить. Творчеством, общением, я не знаю. Ну, кто чем заполняет? Я заполняю компьютерными играми, музыкой, съемками, ютубом, общением с друзьями, которые у меня здесь есть. Все-таки какой кайф компьютер, я вам говорю. Я бы, наверное, бы вообще с ума сошел, если бы у меня не было компьютера. И, ну, какими-то вот постоянно что-то надо постоянно придумывать. Ну и даже в такие моменты иногда понимаешь вот эту бессменность места. И я заметил, что я такой человек, что я просто не могу сидеть на одном месте долго. Ну, то есть год, два, три. И мне нужно точно поменять на какое-то время место жительства. Увидеть и новые места, познакомиться с новыми людьми, увидеть что-то новое для себя. Без этого я кисну в самом крутом месте. Какое бы оно крутое и живописное не было, я начну закисать. Это, наверное, для меня такая личная проблема. Другие же могут жить, ну, долгое количество времени и не запариваться. Короче, к плюсам. Доступность всего. Человек в Москве идет в пятерочку, покупает ту же самую еду, какую покупаю я. Или в Магнит. Или магнит, да. Человек идет на Озон, покупает товары, забирает свои посылки, ровно то же самое, что делаю я. В этом плане все сравнялось. Доступность интернета, он везде одинаково недоступен. Еще один плюс — это доступность жилья. Ты можешь купить себе квартиру, уехав просто из крупного города в какой-то более маленький поселок или городок, там до 50 тысяч человек, да даже до 100, наверное, тысяч человек. Можешь купить себе квартиру. Стоит это не так дорого, там, 1, 2 миллиона, ну, 3, как бы. Это вот прям совсем можно купить себе нормальное жилье. Это будет не однушка даже, скорее всего. Ну и отсутствие вот этих постоянных передвижений. Ну я помню, когда жил в Москве, я час тратил на дорогу до работы и час тратил на дорогу назад. А я работал вот с чуваком, который добирался 2 часа или даже больше, там 2,5 часа до работы. И это, блин, это зачем все? Ради чего это? Ради высоких зарплат. Естественно, люди ездят в Москву, чтобы... Там, Москву, Питер, я не говорю. То есть ради высоких зарплат. Потому что, как мы знаем, в регионе, ну, средняя зарплата 35-40 тысяч. Да, можно найти вакансию там и 100, и выше. Такое бывает. Но в среднем обычная зарплата 35-40 тысяч. Я не знаю, как сейчас в крупных городах дела обстоят. Но в маленьких городах это 35-40 тысяч. Может, у кого-то больше. Мало работы вообще. Не только количество мест, но и самый выбор, собственно, куда пойти. В пятерочку. Или в Магнит. Или в магнит, да. Нет, сейчас еще, погоди, сейчас еще КБшка есть. Бристоль. Погоди. Но смысл в том, что, ну, в принципе, на фрилансе, на удаленке, если сильно постараться, можно заработать эти деньги, не то чтобы напрягаясь. Про это, кстати, если интересно, я тоже могу записать отдельный ролик про то, как я работаю, работаю ли я сейчас и вообще, что там вообще с работой, как вот вообще обстоят мои дела в финансах. Пишите, короче, об этом. И подводя итог, я могу сказать, что для меня лично сейчас нет никаких плюсов в крупных городах. Никаких. Мне не нужно переезжать в крупный город, чтобы искать работу. Я ее могу найти онлайн. Я не хочу платить за квартиру огромные деньги. Ну просто, я не хочу платить 50, 30, 40, сколько бы это ни было, денег просто за то, что я снимаю квартиру. Мне это не интересно. Лично после ковида у меня разделилась вот эта вот история. А после того, как я еще и проехал по Юго-Восточной Азии, но для меня, в общем-то, лучше зиму провести в Азии или вообще пожить в Азии. И это будет по цене ровно то же самое, как жить в России в глубинке. Сейчас цены на продукты не маленькие. И по факту все абсолютно везде сравнялось. То есть можно выбирать. Но из этого моего списка выпадают крупные города. Я просто к ним не стремлюсь.
Пишите комментарии о том, как вы живете, в каких городах живете вы, крупных либо маленьких, какие очевидные минусы или плюсы увидели для себя вы. Мне будет интересно почитать, подискутировать, и вообще это хорошо влияет на алгоритмы Ютуба, и видос поднимается по просмотрам.